Друзья, наконец-то новый, очередной Джон Кальяно Фест. Очень рад, что я нахожусь здесь, НПК «Русь», 28 августа. В предвкушении охренительного феста я вам хочу показать новинки новых производителей, новинки старых производителей, просто новых производителей, новинки новых производителей. Блядь, тут скидка татарская должна быть. Конечно, я вам покажу все, что здесь находится, все, что позади меня. Ровно 12 время, стоит очередь. Сегодня обещают где-то около 10 тысяч человек. Народу уже много, стендов много. Не орать, я заранее прошел, все посмотрел. Очень много инсайдов. Табак от Моргенштерна. А? Нет, не Дафт, а сам. Табак, кайф от Моргенштерна. Классно. Давайте будем начинать. Смотрите, это наша входная группа. Народ потихоньку подтягивается. Здесь компания Dark Side, гараж находится, а вот здесь вот левее подарки по билетам. Не забывайте, ежегодно Джон Кальяно Фест дарит всем всякие прикольные подарки, рюкзачки и так далее. Что у нас тут находится? Здесь вообще типа кластер маленьких стендов. Они 4-5 квадратов. И тут очень много новинок. Я буду перемешивать старичков, новичков, поэтому погнали сразу же к новичкам, наверное, да? К новичкам, погнали. Смотри, сзади просто два огромных чувака. Давайте их попробуем отпиздить. Попробуем отпиздить их. Здравствуйте! Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! 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 А сколько от груди жмешь? 180. 180? А приседаешь сколько? 250. Сколько? 250. 250? То есть, если я к тебе прыгну, ты меня сможешь это? Конечно. Ладно, проверять не будем. Ладно, давай ты на меня прыгай, я присяду. Нормально, нет? Сколько надо заниматься, чтобы таким здоровым стать? 8 лет, например. 8 лет, стероиды там, да? Вот Да. это? Анаболики? Нет. Тестостерон? Нет. Ладно, спасибо. Хорошее питание, дисциплина. Дисциплина, все. Красавчики, парни. Давайте, растите, будьте здоровыми. Я знаю, да, я знаю. Стероиды, да. Ой, кайф хала. Здравствуйте. А что у вас за продукт? Скажите, пожалуйста. У нас новый кальянный табак премиальный, произведенный на табачном предприятии. Вот, собственно, сигареты делаем. На каком табачном предприятии? Город Липецк, Липецкая область, город Усмань. Элитное табачное производство в городе Усьма, правильно? Дайте попробовать, пожалуйста. Сколько стоит? 160 рублей розница. 160. А в чем в нем премиального? Премиальное то, что он произведен на высокоточном, дорогостоящем оборудовании. Собственно, у нас линия производства сигарет, папирос, и мы ее адаптировали под кальянный табак и производим. То есть там реально очень детальный, точный контроль сырья идет у нас. Дайте пачку посмотреть. Ага, вот он. Вот, друзья. Премиум 21 года. Табак для кальяна Кайф Хала. ОАО «Усмань Табак». ОАО «Усмань Табак». Андрей Ефимов, пожалуйста, в Спарске, проверь его. В Спарксе. Спасибо. Это Кока-Кола. Кока-Кола дает морковкой. Полная хрень, короче. Ребят, извините, полная хрень. Ну, давайте прям так туда скажем. Не могу курить, ну, прям фигня какая-то. Давайте, мы же, ребят, честные с вами. Я буду достаточно грубо к старичкам, к новичкам. Ну, не понравился мне. Ромео. У вас электронки, правильно? Здравствуйте. Ну, ладно, спасибо. Электронки мы уж не будем показывать, тут много будет их. Атлас. Давайте подойдем, спросим кого-нибудь, спросим, знают ли они меня. Типа, известный ли я блогер. Привет. Ты из Атласа, да? Я уже всех забыл. Да. Ты кто? Я Тартуга, мистер Брю. Тартуга, блядь. Да. Почему ты... ты Тартуга. Ну, все, давай, ладно, иди, попозже к вам приду. Фейв, кстати, Фейв. Хочу сказать, что это один из первых легальных снюсов. Погнали, попробуем.
Ребят, здравствуйте. А мы не... Дайте что-нибудь попробовать. Жевательный табак, знаете, что такое? Да? Это обратно. Спалили меня. Жевательный табак. Давай сразу мне в рот закидывай. Сразу в рот давай. Нет, ты сам должен. Давай сам. Ну я не могу. Я пинцетом не могу тебе вставить. Давай ты вставишь пинцетом меня. Куда это? Ну ладно. Куда это мне скинуть? Вы... Я не вставлял. Куда? Куда накинуть-то? Давай сюда, ставь. Хорошо, погнали. Так. Вот как-то так. Это крепкие, супер крепкие? 28 МГ. 28. В чем особенность жевательного табака сосательного, да? Вы летите в самолете, вам очень хочется курить, у вас перелет. Москва, Таиланд. Надо покурить кальян, но нет кальяна, сигарета нельзя. Берете фейв, закидываете за щеку, ну и спокойно под губу, и спокойно употребляете. Сколько стоит? Рекомендованная цена 450-500 рублей. Аналоги сейчас в России есть? Есть, но это шведская технология. У нас 2 технолога шведа. Такого производства в России нету. 2 года проект мы делали. Это очень сложный процесс. Все производства, в основном все локально находятся в Швеции. Это первое производство в России такого уровня. Это большие инвестиции, большие вложения. 2 года проекту. Я понял. А кто владелец компании? Один из владельцев я, брат, и вот Эдуард Шагорыч там стоит. Какому Шагору звонить надо в случае проблем? Племяннику. Всё, я понял. 450 рублей, да? 450-500 рублей. iPhone, как выиграть его мне, например? Покупаете банку, подписываетесь, получаете купон, 8 часов подходите сюда и участвуете в розыгрыше. Спасибо. В целом, тема интересная. Вот я спокойно держу. Нет никаких ощущений, что что-то мне плохо, либо что-то еще. Абсолютно плавное, умеренное никотиновое опьянение. И очень-очень удобно брать с собой. Мне в целом больше нравится тема снюса, нежели электронных сигарет. Хочу сразу же подметить. Естественно, я не буду целый день ходить с этой подушкой, поэтому как она убирается? Просто достаете ее вот так вот, и все. И вы спокойно можете пойти дальше. Soft Smoke, давай зайдем к ребятам. Soft Smoke. Ребят, привет. Что у вас новенького? Что у вас, где народ весь? Где народ, не знаю, где новенького, малыш только у нас появился из нового. Вы одни из первых, кто сделали вот такую палку для кальян, да? Да. Можно ли сказать, что вы не лидеры уже по палкам? Не знаю, честно. Палки берут, как бы, в принципе, как и раньше. Они Сколько штук продаете в месяц? ну, около 3000, наверное, где-то. Ну, я знаю, что есть уже палки и по 5, и по 7 тысяч в месяц. Ну, вопрос цены, как бы, да. У нас, наверное, сейчас самая дорогая палка на рынке, как бы, вот и все. Это новинки ваши? Нет. А- Это уже давно все. Давно. Малыш новый, вот. Малыш, сколько стоит? 4, полный комплект с сумкой, силиконом. 4, да, полный комплект, сумка с силиконом. Хороший, лаконичный, маленький малышок. Идеально для с собой как в поездку. Всё, спасибо большое вам. Погнали. Вот, стенды стоят. Shadow Evo Pods. Shadows — это кальяны из Самары. Производство у них каких-то деталей в Китае, но сборка полностью вся в Самаре-Тольятти. Привет, здравствуйте. Да, привет. Что у вас новое по шадовсам? Ну, по кальянам у нас в данный момент есть новые модели, но сюда на Джон кальян Какие? маленькие. Да, сейчас рынок переходит к компактным. Вот конкретно этот кальян стоит 7800. Это 7800. В Соцмоке за 4. Хорошо. Я не против, у каждого есть своя цена. Это карбон настоящий. Да. У меня есть, вы потом можете так вставить. Мы распиливали и показывали прям волокна. Понял. Спасибо. Идем дальше. Ребят, привет. Изи Хука. Откуда вы? Мы базируемся в Москве.
Специализируемся. Это новый кальян или как? Слушай, ну мы на рынке уже 2 года, но не очень активно, скажем так, занимаемся продажами, соответственно, мало кто нас знает. Специализируемся на, скажем так, бюджетных кальянов. Сколько стоят ваши кальяны? Понимала, вот этот кальян на полке стоит 3200. Это настоящий карбон. Полный комплект? А вот тут карбон за 7800, по-моему. Ну, поэтому я и говорю, что бюджетные кальяны, но тем не менее отличное соотношение цены и качества. Ну прикольно выглядит. На самом деле за такой бюджет карбон хороший ценник. Да, я с тобой согласен полностью, потому что аналоги, они стоят значительно дороже. Там какие-то раскрученные бренды, аналогичные кальяны продают. Ну, А ты знаешь, кто я такой? конечно, знаю. Кто? Марик. Ладно, знаешь. Прошел проверочку. Скажи, кто... Покажи пальцем здесь, но того, кто тебя не знает. Маленький кальян сколько стоит? Сегодня на фесте 2600, а так цена на полке 3200. Спасибо большое. Спасибо. Прикольные кальяны маленькие, классные. Бестабачная смесь сплит. Какой-то ажиотаж идет. Заходить пока туда не будем. Я знаю, что ребята делают очень прикольные миксы бестабачные. На самом деле вкусные. Попробуйте. Если вдруг в вашем городе есть, ну, одна пачка, типа 150 рублей, у вас не убудет. Попробуйте что-то новенькое, вкусненькое. Нормальные ребята. Сплита? Ну, надо как-то пройти туда. Пойдемте, пойдемте. Он перегрет. Он перегрет? Сразу же, он перегрет. Он перегрет. Ну, не гони, не настолько ужасно. Перегрет, да, но типа на воздухе работаем. Короче, смотрите, на фестивале представляем 3 новых вкуса. Это Scarlet Queen, Bootlegger и Wild Wizard. Это миксовая история, полностью чистая вкусопередача. Scarlet Queen — это парфе из черешни с вишней. Bootlegger — это нормандский сидр из желтой груши с соком карамболы. И Wild Wizard — это сорбет из черники спелой с виноградом. Все звучит очень вкусно. Очень вкусно, согласитесь. Давай попробуем сейчас. Сейчас еще раз попробуем. Я сначала подумал, что это дама стоит. Смотри, сначала подумал, что это... Что дама уже даже ходить не может. На сегвей встал чисто. А почему на сегвее? Потому что он у меня есть. А так бы пешком ходил? Конечно. Прикольно, прикольно. Ну, тебе бы, наверное, все-таки пешком лучше ходить. Ну, это твое субъективное мнение, правильно? Это поддержать форму, вот это все. Так форма, она же как бы субъективна тоже, правильно? Да, конечно. Твоя форма, она для одного, моя для другого. Моя красивая, роскошная. А для чего такая форма? Вот Такая форма для того, чтобы работать топовым мануальным терапевтом России, чувак. Я Тамерлан-доктор, и я делаю ваши спины. А у тебя есть YouTube-канал, где ты вытягиваешь там... У меня есть YouTube-канал, где я обозреваю кальянную индустрию, потому что мне тоже интересно, и мы делаем красиво. А как думаешь, путем шахты можно ли исправить спину? Путем шахты? Ну да, в шахту какую-нибудь воткнуть в спину вот так вот, чтобы там... Если у тебя при виде продолговатых предметах возникают какие-то интересные моменты, которые ты хочешь куда-то вставить, повзаимодействовать со спиной, да, то у тебя проблемы с анатомией, не с ориентацией, бро. Это просто, во мне просыпается Фрейд, Зигмунд. Нет, Фрейд по-другому просыпается. Ладно, спасибо. Хорошо, кстати, бро. Да, спасибо. Ой, прошу. Это что, блядь, щипцы у тебя? Да, бро. Ёбнешься. Кстати, отличная чайная история. Давайте, а можно я у тебя возьму их, а потом отдам? Нет. Я буду ходить угольки это. Нет? Вырасти свои, бро. Ладно. Не разрешил, ну ладно. Давайте попробуем. Ну смотри, давай, у тебя был перегрев, сейчас перейдет тест. Здрасте. Пожалуйста, вот 3 новых вкуса. Ну вкусно, вкусно. Вкусно, реально. По сути вкусно, да? По сути и по вкусу вкусно. Спасибо вам. Идем дальше. Сок — это 113 стенд. Это электронные сигареты. На электронки мы сегодня заходить не будем, друзья. Извините, нет желания вообще. Ой, ой! Ай, Влада, прости меня. Красота неописуемая. Космобол — лучшие чаши в России. Это факт. И, естественно, я проглиняные. Давайте я вам сам расскажу, что у нас новенького.
Вот такие вот интересные чаши мы делаем. Цена оптовая от 130 рублей. Самая низкая цена в России на турке. Это называется локон. Есть еще вот такие вот, называется фьючи. Тоже прикольная темка. Также от 130 рублей. Ребят, пишите мне в директ, либо в директ Космобола, либо в группу ВКонтакте. Будем продавать вам с радостью. У нас еще новинки. Новинка — это убивашка Драгон. И еще одна есть. Еще одна покажу, ребят, подождите. Смотрите, друзья, какая красота. Это убивашка Предатор. 250 рублей. Лучше точно нет. Ну и в целом, по новинкам-то у Космобола пока что все. У нас будут новые чаши в сентябре. Ждите. Немного не успели, но знайте, что Космобол — это лучшие чаши в России. Это факт. Или он. Вот эти вот здоровые качки, вон там стоят здоровые пацаны, это как раз вот ребята из Элеона. Друзья, привет. Можно, да, пообщаться? А с кем можно пообщаться? Ага. Элеон. Мы, кстати, совсем недавно завели Элеон в наши магазины. А что общаться? Я могу там рассказать. В целом это максимально яркий продукт, немного химозный, хорошо курица. Я бы сказал, что это аналог какого-то дафта, что ли, мне кажется. Погнали дальше. 500 000 рублей. Чашки, очень много чашек. Чашки форма. Там Космобол, Маравуд, чаши Мор, Вуд. Кабро, Ворд. Кабро, пойдем? Кабро, попросим звук потише сделать, если они сделают. А звук потише можно сделать? Вот он! Или мне нахуй уйти отсюда, блядь? Можем? Конечно. Сделайте потише. Давай сперва кальян покурим. Что за кальяны? Кальян айсберг. Рассказывай. Сколько стоит цена, вот это все? Сегодня спец цена, пожалуйста, вот молодому человеку. Сейчас он все Сегодня расскажет. цена у нас 12 500. У нас кальян айсберг с охлаждением. Вот. Кальян курится легко, на нем крепкие табаки тоже курятся легко. Вот. Убиться на нем невозможно. Вот. И что? Всегда прохладно. Я понял. А как я, например, буду курить его, например, в Таиланде? Вот, пожалуйста, для этого предусмотрено. В общем, многоразовый лед, его в морозильник, и вместо льда закидываем, сверху заливаем воду. Все, пожалуйста. И кайфуем, да? Кайфуем. 12 тысяч. А кто вообще берет такие кальяны? Домой берут такие кальяны? Ну, бывает, миники забирают, бывает и большие. Но в основном вот как раз с многоразовым ледом, ну, берут постоянно, часто бывает. Я понял. Давайте подцепимся, куда можно, что попробовать. Да, давай. Можно вот сначала вот как. А это что за кавер такой интересный? Слушай, это... Да, это специально для безопасности. Открой, покажи. Да, конечно. Кому подойди, ты говори давай. Получается, его насаживать на кальян, над блюдцем, закрыли. Туда плюс в том, что туда помещаются ананасы, грейпфруты, в общем, все фрукты сюда помещаются. Вот. Сетка, ну, побольше вырос специально, чтобы воздух побольше попадало. То есть на нем кальян, ну, не горит. Офигительно, да, задумка? Друзья, как вам такая задумка? Да, пока что есть какие-то, ну, такие моменты, связанные, я думаю, больше, наверное, с неестественностью, но сама по себе задумка офигительная, вообще крутая. Я думаю, что вот это вот будет продаваться лучше, чем Кабро кальян. Сколько стоит такая штука? Сегодня 2500 рублей. 2500. Я думаю, за этим будущее будет, честно. В клубах он просто незаменим. В клубах незаменим. А вы думаете, клубы до сих пор существуют? Конечно, мы же работаем, у нас основная концепция у нас аутсорсинг. Очень крепкий, но этого не чувствуется. Табак Кейбро, мы на стадии получения сейчас акциза. Вскоре будем выпускать свою линейку табака. Я понял. Прикольный кальян, прикольный кальян. Это как... Вот когда выпустите, тогда и будем на это уже. Все, спасибо, друзья, большое. Врубайте музыку, врубайте музыку. Кальян и Вортекс. Давай тоже залетим, посмотрим. Здравствуйте, ребят. Привет.
Казанские кальяны Vortex, да? Что новенького? Новый цвет сегодня представляем. Acid Green. Вот, также скоро будет новая модель кальянов. Пока что держим в секрете, какая она будет. Да, можете заснять. Наша новая модель Acid Green. Очень прикольный цвет. Кислотно-зеленый. Также сегодня курим наш табак Pure. Тоже собственного производства, да. 140 рублей за 20 грамм РРЦ. Можешь кальян 7600 розница. Сегодня за 6 отдаем. Можешь попробовать. Табак Pure? Табак Pure, да. Китайский чай. У нас... Давай, надень, пожалуйста, мне, если можешь. Конечно. Сейчас мы попробуем китайский чай. Просто неудобно. А чак-чак не пробовал? Кстати, также чак-чак обязательно попробуй, очень приятный. Стараюсь сделать ненавязчиво. Вкусно, вкусно, прикольно. Я с жасмином отдает немножко. Да. Вот, кстати, чак-чак. Чак-чак. Мне кажется, тебе понравится. Чак-чак чисто татарская тема. Я сам татарин. Ой, сам СС! Ну это не чак-чак, это кукуруза. Это кукуруза. На самом деле похоже на кукурузу, но с привкусом небольшого меда. Ну, консервная кукуруза, сладкая кукуруза бандюэль, короче. Главное, что тебе понравилось. Да, прикольно, спасибо, прикольно. 140 рублей 20 грамм, хорошая цена, реально хороший кальян. Ой, тут столько всего, тут столько всего. Ох ты, смотри. Смотри, машинка, а на нем кальян. Офигительно. А для чего это сделано? А кто хотел бы, например, иметь такую машинку? А если есть у вас заведение, и там на машинках выезжают кальяны людям, которые заказали? Офигительная тема, мне нравится. Первая такая темка, кто придумал. Ну, интересно. Давайте на Тартугу, потом на Вакуум. Ёпт, сколько у нас... Друзья, я растерялся, куда идти. Ужас, ужас. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас новенького, Тартуга? Расскажите. Мы приехали здесь в основном с табаком, мистер Брю. Кальяны свои старые привезли, которые у нас и были. Мистер Брю, сколько стоит табак? 240 рублей за 40 грамм. То есть у нас Где производите? В Омске? Нет, производим в Питере. У нас контрактное производство. Почему не в Екатеринбурге, раз у вас контрактное производство? Никто не предлагал. А вы даже не спрашивали. Вы наши хорошие друзья. Да. А где табак-то на русской табачной компании? Почему не делается до сих пор? Наш руководитель так решил. Так, это что у нас такое там по вкусу? Молочный чай, да? Как вкус? Молочный, практически без вкуса. Он такой должен быть. Переходи тогда к кеду. Всеми любимый кедр. Вот это бомба. Вот цитрусовая бомба, реально бомба. Вообще вкусно. Очень вкусно. Да, давай залетаем на кедр. Кедр. Тут именно более... Кедр это чисто сибирская, наша, уральская, ваша, вот томская там. Мы же в шишках разбираемся, правильно? Отсюда и пошло. Но не знаю, не похоже на кедр. Вот это больше мне понравилось, цитрусовая бомба. Deep Water. Короче, реально вкусно. Пару слов по сырью надо сказать? Да, расскажите быстро очень. Смотри, бленд 4 листа. Легкая, крепкая Вирджиния, Берли и сигарка гаванная. Мягкое курение, хорошее никотинонасыщение. Это в двух словах. И жаролюбие. Обязательно. Жаростойкость, жаролюбие. Спасибо. Спасибо. Друзья, честно, один из пока что лидеров по вкусу, который мне понравился. Хорошо делают. DCH, давайте в ту сторону пойдем. Какой-то Зеус, кальяны, чашки. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Привет, Марик. Привет. А что за дерьмо? Как дерьмо, бро, это old school. Ты не уважаешь... 21, это как в 21 году? Ты не уважаешь старую школу. Это в 21 году делать копейку на автовазе, блин. Бро, копейка всегда актуальная, смотря какая копейка. Если это чайка, то это классно. Сколько стоит? Ну-ка, угадай. 600 рублей, бро, вроде. Ладно, ребят, до свидания! А вот это прикольно. Что это такое? Это наш персональный мундштучок, столовое серебро.
Натуральный карбон сделан по технологии а-ля Соломон. Сколько стоит? Это 9, есть белый с резной костью рога лося. И цепочки, да, нержавейка, 1,5 стоит. Что за цены, блядь, у вас такие? А что, тебе... Кризис на улице. Бро, материалы дорожают. Мы как бы лояльно развиваемся, то есть, да. 9 тысяч, значит, Смотри, персональный мундштук, old school funnel за 600. Я тебе приведу пример. У Алконоста была одна маленькая деталька здесь за 15. У нас целое тяжеленное кольцо из серебра за 9. И еще из карбона. Да, Цена, согласен, качество, дорого, качество. все дорого. У вас чашки и персональные мундштуки. Да, все верно. Сегодня еще вечером представляем с Трехой коллаборацию. Коллаборационный мундштучок. Ой, это что такое? Это, бро, экспонент ты сломал. Можешь взять мой. Или, если тебя интересует рог... Рог хочу посмотреть. Это что за рог? Это рог лося, извини. Рог лося, материал органичный, натуральный, ручная работа, нам его вытачивают, фрезеруют. Ну, реально, то есть... А сколько рог лося стоит? 8 тысяч рублей мундштучок с рогом. Это столовое серебро плюс рог лося. Прикольно выглядит, конечно. Но зачем я буду курить из рога? Рога. На самом деле, ну, ты чувствуешь пальцами, это реально очень кайфово, тактильно для губ. Ну, то есть не сравнится ни с чем. Полезал наш экспонент. Нихуя не произошло. Так сильно для губ очень, да? Да. Не, ну выглядит прикольно, но мне кажется, камень какой-нибудь, либо там эпоксидка. Смотри, мы думали реально над камнем, но это чреватая история, травмоопасная, так как камень, он более хрупкий. Если у тебя в губах он лопнет, как бы это ответственность на нас. Мы ответственная компания, то есть у нас есть гарантия на эти мундштуки, гарантия на всю продукцию, включая даже чашки. Если что-то не понравится, можешь выбрасывать, мы тебе новую пришлем. Понял. То есть я могу взять, сейчас выкинуть, вы мне новую дадите? Если купишь, выкинь, мы тебе новую дадим. Я понял. Все, спасибо Все, большое. давай. Спасибо. Коллаборация будет еще с ребятами, с Трехой. Ой, вакуум табак. Друзья, мы изначально пошли с самого начала, чтобы показать вам новинки. Я думаю, вы это оцените лайком. Вакуум. Друзья, здравствуйте. Что у вас можно, да? Что новенького? Расскажите, сколько стоит? Здравствуй, Марик. Сейчас что новенького? Компания переехала в Татарстан, родной для тебя. Да, новое производство. Очень вкусно сразу же чувствуется. Да, Татарстан вкуснее. Вкус чак-чак, наверное, будет позже. Вот, у нас новое сырье, новое производство. Наш подход к продукту абсолютно новый. Меняем бренд, делаем новый ребрендинг. По вкусам все осталось примерно то же, но технология поменялась, все курица немного по-другому. Что советуете попробовать? Сколько стоит? Конечно, кизил. 40 грамм будет розница 300 рублей. 200 грамм это миксованная линейка, как раз что ты пробуешь, будет стоить 200 рублей в розницу. Нормальные цены, хорошие. Да, я считаю, хорошо. Манго вкусненький. Так, кизил. Да, ты пришел, попал чуть-чуть не вовремя, сейчас чашки будут меняться. Как тут, давайте вот, спасибо большое. Кизил. Ну, кизил по вкусу напоминает, да, кизил. Кисленькая штука какая-то. Да нет. Ты перейди на манго. Манго очень мягкий. А мне не надо пока, я не смогу с собой взять. Я потом зайду. Окей, мы еще пакет соберем. Хорошо, хорошо. Да ладно, манго покурим попозже. В целом, ну, нормальный продукт. 300 рублей, 40 граммов, вакуум, Татарстан. Хорошо, Чебака. Я знаю, что у Чебака это второй стенд, это маленький. Вот покажи его, Олег. Маленький стенд, у них новинки всякие разные. У них вон там вот в поле, возле Дарксайда, огромный стенд. Мы туда зайдем, а здесь заходить не будем. Чаши облака. Но здесь показывать тоже не будем, сами все видели. Биг Макс. Пойдемте к Биг Максу зайдем. Я обещал, что зайду. Здравствуйте, обещал, что зайду, я зашел. Привет, Максим. Привет. Что новенького? Рассказывай, цены. Сегодня мы презентуем нашу новую модель чаши H. Соответственно,
выполнены они по каменной технологии, то есть они жгутся на 6-й конус свыше 1200 градусов. То есть это камень, если вот они звенят, как бы. Спекаемость черепка очень высокая, то есть пор мало, и она не пропитывает сироп, то есть поэтому она будет служить очень-очень долго. Смотрите, какая красота. Я имею в виду по цвету, по цвету. Это наша новая модель, ее презентуем как раз только сегодня, с завтрашнего дня, вернее, с понедельника уже начнутся продажи, отгрузки. Вот, это первая модель. Вот наша вторая модель, чаша King, она представлена в 2 линейках, это вот фанал и вот что-то между туркой и фаналом. Там цена дешевая, да? Здесь вот, да, в целом, как бы, те чаши, на самом деле, 330, крупный опт, здесь чаши 295, они даже дешевле, но, на мой взгляд, они выглядят даже... Они выглядят посовременнее, что-то новенькое. Здесь также у нас есть линейки, это цветная глина, они также будут представлены в других цветах, там зеленая, синяя. Пигмент добавляете? Мы добавляем пигмент, и, соответственно, это вообще в опте 190 или 195 рублей, я точно уж на память не скажу, подскажите, менеджеры. 190 рублей. Я понял. По кальянам, это 2 кальяна, это последний, да, который выходил? Последний из бронзы, это кальян-конструктор, получается. Его можно собрать как маленьким, так и большим. Тут укорачивается и погружная шахта, тут укорачивается, погружная трубка, укорачивается шахта. В комплекте идет 2 блюдца, одно большое, одно маленькое. То есть в целом можно курить как на большой колбе, так и на маленькой. Сейчас даже покажу мундштук, очень интересно выглядит. Давайте на мундштук посмотрим. Вот так выглядит мундштук. Возьми вот в руки, потрогай. По весу, по ощущениям, его очень удобно держать. Вот как раз вот пальцы вот большие на эту вставочку, да, бронзовую. Это из бронзы. Это бронза. Понял. Спасибо большое, Макс. Удачи вам, хорошие чашки. На самом деле, друзья, хорошие чашки. Сколько в розницу еще раз? В розницу это будет 650 рублей. Мне кажется, отлично. Это Vortex, я правильно понимаю? Ну да. Немного в России вообще компаний, которые делают форму Vortex. Как думаешь, почему эта чашка не популярная? Почему все перешли на фанал? Ну, на самом деле, мы с самого начала, наверное, пошли тем путем, что мы не начали делать стандартные чаши. То есть первая чаша наша King, Свет, подай, пожалуйста. То есть она выполнена вот в таком виде. Соответственно, здесь вот эти кусочки пиццы, как мы их называем, они на возвышенности находятся. И здесь есть каналы, да, для меласы. То есть меласа сохраняется именно в чаше и не стекает в колбу. Соответственно, сам табак, он влажный, остается до последнего, как бы, и не высыхает. За счет этого, как бы, курица, намного дольше и намного насыщеннее, как бы. Вот, и мы изначально пошли вот таким путем, не как у всех. Потом мы сделали такую же чашу фанал, потому что наши европейские клиенты, они привыкли и в большей степени курят на фаналах. Они говорят, нам нужен то же самое, только фанал. Мы это сделали. А потом, собственно, я думал, мне нравятся вот какие-то нестандартные внутренности этих чаш, и мы должны чем-то отличаться от других, поэтому вот решил сделать так, и в целом, как бы, уже там броней, очень-очень много, как бы, вот именно на эти чаши. Они еще не стартанули, но в целом, как бы, очень интересная модель, я уже по броням чувствую. Хорошо, спасибо, Макс, огромное тебе. Спасибо, Марик, удачи. Спасибо. Хорошие чаши, на самом деле, друзья. Big Max старая компания, мало кто о ней знает, они делают и уголь, и чашки, и аксессуары, и кальяны. Если у вас есть табачный магазин, запросите прайс, цены не высокие, не большие при этом качества. Я как производитель чаш могу вам с уверенностью сказать то, что эта масса, вот про черепок, который он говорил, эта масса, она качественная. Кальяны DDI, Уфа, новенькие, заходить не будем пока что. Мун, давайте на Мун зайдем, ладно, уговорили. Привет, ребят, привет, что новенького? Как ваш ничего? Так, из новенького, значит, смотрите, подъехала лимиточка к фестивалю. Такие красивые цвета, красивые коробочки. Сколько стоит? Здесь 450. Так в свободной продаже не будет, чисто под фестиваль их сделали. Далее, вот такие красивые чашечки подъехали. Удары прочные. Супер жаростойкие. В общем, все как всегда. Сколько стоит? 215 опт. То есть прям за 5000 можно полный лаунж их поставить. Так, мне не надо, спасибо. Я попозже. Мне сейчас ходить с этим еще до конца. Цепухи. Мы решили заняться и аксессуарами. Диваны, аксессуары, всего понемногу. Вот такие истории. Все как бы по классике. Треха, гранды высокие, фанел, убивашки. Короче, развивайтесь в плане чашек. Растем, летим. Все, спасибо большое, ребят. Все, хорошего тебе дня. И вам тоже. Нет, не закинул. Нет. Мне не надо.
Я вот единственный блогер, который отказывается от подарков. Вирджиния. Что новое у Вирджинии? Привет. Привет. Ну, на самом деле, после ребрендинга мы на мероприятии в Москве первый раз, поэтому мы пока что просто ознакомливаем людей с новой продукцией. Позже чуть будет представлен новый вкус, но мы пока его не афишируем, мы над этим работаем. Понял. То есть название будет раскрыто чуть позже. Хорошо, спасибо. Тогда заходить, я думаю, что нет смысла пока что. Идем дальше. Сатир. Вот сатир надо вообще залететь. Давайте, друзья, вы помните, кто подписан на мой инстаграм, я разделяю 3 вида табачной крепости. Это ложное, скрытое и естественное. Ребята из сатира угорают надо мной. Пойдемте разбираться. Друзья, дайте что-нибудь покурить с естественной крепостью, пожалуйста. С естественной крепостью есть что? Естественная крепость. Окей. Да. Это не скрытое или скрытое? Ложно, понял. Расскажите за крепость, пожалуйста, ребят. Вкратце, расскажите за крепость. Есть замки, есть доты, есть временные укрепления. Вот ты сейчас куришь как бы ложную крепость, это как бы дот. Но я не знаю, как у вас там большой. У меня нет дома. Нет дома? Поэтому ты крепость. Вот, у тебя скрытая крепость. Вот смотри, про что я и говорил. Ребята такие, значит, сидят и говорят, нет никакой этой крепости, которую я сказал. Есть, что там, время испарения, жесткость, тяжесть, крепость. Да, я такой, значит, беру кальян, который ни хрена не крепкий, но долбит по горлу из-за аромки, из-за... Да, все, понятно. Камчатка, что такое? Вкусная штука? Не аромка, сваренная, получается, из сигарный лист, из, провинции, где есть вулканы, на вулканической почве все выращенное. То же самое Сахалин, получается, тоже лист Амитепа, но уже на виске талийском. Вот это вот. Вот это самая лучшая безаромка, которую я у вас пробовал. Ну, просто сам не забивал. Я тебе говорю. Я М72 забивал. Марик, я же тебе сказал, мы встретимся и покурим уже нормально без аромку, уже все. Не только сейчас попробуешь, я тебе еще и другое забью, попробуешь все. Спасибо. Сахалин менее нравится, Камчатка получше. Это 2 новинки у вас, да? Вон там еще новинки. Везде новинки. Везде новинки. Ладно, чуть тогда попозже к вам подойдем, когда меньше народу будет. Сколько стоят ваши Камчатка, Сахалин? Сегодня 1300 рублей. А розница на полке? Пока еще не решили. Сколько граммов? 100 грамм. 100 грамм в тубусе с мундштуком. Все как положено, все по красоте, ограниченный релиз. Прикольно. Спасибо огромное, ребят. Сатир, как я уже и говорил, наверное, один из лидеров сигарных листов. И мне на самом деле очень импонирует этот бренд по одной причине, потому что ребята никак не уходят вообще в масс-маркет, спокойненько гнут свою линию, делают безаромку, хотел сказать, делают табак на сигарном листе, и это у них реально очень хорошо получается. Маверик, Гештальт и Вербунд. Просто, опять же, стенд с одними чашками. Я не знаю, что произошло, либо я просто не замечал, но мне кажется, на Джон Кальяно сегодня очень много аксессуарики, очень много чашек. Приветики. Как дела? Хорошо. 35 тысяч кальян от Вербунда. Это глина. Сюда вставлены притирки. Все красиво, четко сделано. На самом деле прикольный кальян, но здесь одна проблема — уровень воды. Правильно ведь? Для этого есть мерник, сюда заливается ровно 2,5 литра и нет никаких проблем. Сколько весит кальян? Ну, без воды-то нормально, а с водой? Нормально, а с водой, то есть он достаточно устойчивый, нет проблем с этим. Отлично, прикольно. Вербун хорошо делает, всегда хорошо делал. Вот эти вещи тоже с притиркой. То есть все с нержавеющей стали, здесь резьба, декоративная часть кованая. Вот. Все материалы натуральные, ясень лакированный, натуральная кожа. Это прям, знаете, вот хобби. Мне кажется, если я стану старым человеком, у меня будет свой дом, мастерская, я буду что-то типа такого делать.
ковать, что-то там стругать и так далее. Кальян отлично курится, собственно говоря. Я не говорю, что он плохо, я говорю просто это хобби и прикольно получается. Спасибо. Спасибо. Да, не будем заходить, много народу. Идем дальше. Здравствуйте. Show Me. Давай зайдем на Show Me. А где ваш табак? Это не наш табак, ребята не смогли приехать. Почему? Ехали, не доехали. А у вас что? У нас компания Fireball, мы занимаемся аксессуарами для кальянов. То есть колпаки различные. Сколько стоит? Вас интересует оптовая цена? Розничная. Розничная. На самом деле делают по X100 накрутку. Например, в опте... Розничная цена какая? Вот мне это не надо объяснять. Скажите просто розничную. 500, 600? Каждый магазин устанавливает сам цену. РРЦ? Да примерно рублей 250. 250-300 в пределах этого. Это хороший ценник. А сегодня по 400? Нет, 400 идут колпаки, щипцы 210. А колпаки почем розница? Розница идут от 400, от 500. В опте, ну, естественно, цены меньше. Сколько? 350. А, кстати, да, прикольная оцинковка. Прикольно выглядит. Ладно, спасибо. Короче, ребят, если вдруг у вас есть, опять же, там, заведение или что-то еще, хотите колпаки, Fireball, запомните компанию, делают прикольные колпаки. Привет, привет. Чаши Олимп. Да? Что Что нового? Ну, полностью вся цветовая линейка после Хука Клаб Шоу выкатили новые расцветки, вообще пушечные просто. Давай, говорите. Вот. Также фарфоровую историю начали делать. Такие вот красивые апгрейды, самые классические, понятные для всех чашки. Для заведения самое топ, плюс еще в нашем исполнении вообще пушка, по-моему. Да, неплохо выглядит. Сколько стоит? Сейчас по 250 продаем их. Вообще дешево. Турочки по 350, малограммовка в глазури для яркого курения быстрого. Ну, для дома тоже огонь. То есть вообще весь спектр. Дом, работа. Везде. Отдых. Отдых есть, особенно если на рыбалке. Вот. Лимиточку сделали для Джон Кальяна. Тоже в тематическом. Да, кстати, сейчас очень много кто сделали из такой глазури. Ну, Я уже видел. Да, конечно. чашки. Мун такие же сделали. Мун? Да, Мун. Спасибо, ребят. Ох уж эти Мун. Да, ох уж эти Муны. Надоели всем уже. Идем дальше. Ты зачем красные макасы одел? Братуха, это не красные макасы, это этикетка и стиль. Это этикетка и стиль, это вот кепку ФБР, блядь, и все. А не нашел, хотел взять. В Москве вообще дефицит. Все раскупили, блядь. Ладно, мы не будем сегодня обсуждать кроссовки, ладно? Это оставим для Инстаграма. Вот ты приехал сейчас на Джон Кальяна, чего ждешь? Блядь, по крайней мере, как бы я видел, много писек появилось. Вообще интересно, как они будут заходить. Я не показываю. Вообще интересно, как они будут заходить на рынок электронки. Сам понимаешь, сейчас это ажиотаж. И хочу посмотреть именно, как они будут себя показывать конкретно на фестах кальянных. И очень интересный стенд у Северна, потому что ребята сделали какую-то упаковку для Европы. Я еще не доходил до них. Ты же в Северном, я забыл. Вот. И какой-то кайф. Вот я туда пошел. Да, очень интересно с кайфом разобраться. Вот пацаны есть, можно позвать и узнать. Да, я туда пойду и посмотрю. Давай, все, да, пока. все, спасибо, давай. Дэвид, я думаю, мы еще встретим, что-нибудь у него интервью возьмем, спросим. Друзья, мы пошли на стенд бренда Кайф. Вы видели у меня в Инстаграме, я выкладывал инсайт. Этот бренд принадлежит, как я понимаю, Моргенштерну. Я не знаю, то ли он владелец, то ли он создатель, то ли он просто бренд продал, не знаю. Но факт в том, что они делали коллаборацию с Дафтом, осторожно, Олег, коллаборацию с Дафтом делали, и сейчас они, я имею в виду Моргенштерн и компания, решили выпустить свой обособленный, собственный продукт, на который мы сейчас дойдем и покажем вам. Погнали! Мы тут встретили представителя бренда Медпир. Да, здравствуйте, меня зовут Николай. Как вы, наверное, слышали, у нас вышла олдскульная линейка, миксованная, табачная. И в честь нее мы выпустили такую ограниченную, лимитированную версию наших мундштуков Persona. Они из латуни, их всего 30 штук. И Марику, как истинному олдскульщику, мы вручаем с кайфом и с честью. Скажите, спасибо огромное, скажите, а эта латунь не будет зеленеть?
Конечно, латунь живет, дышит, но это такой кайф, это живой, живой материал, он все время будет с тобой. Ты будешь им пользоваться, он будет блестеть, чуть-чуть он полежит, он будет как у меня, покроется классной матовой пленочкой. Спасибо огромное, спасибо большое, спасибо, да. Так, зона для фото, давай. Карина. На самом деле мне не очень верится, что Кайф как-то причастен к Моргенштерну, потому что стенд дешевый, а музыка играет не от Моргенштерна. Но тачка Макларен, у него такая же, но я номеров его не знаю. Пойдемте спросим. Как прикольно, смотри, взлетает. Вертолет. Это вертолет. Здравствуйте. А с кем можно пообщаться? С кем за... Ребята, с кем за табак можно пообщаться? А, сзади? Сзади. Привет. Привет. Мне сказали, можно с тобой за табак пообщаться. Да. Отлично, что здесь, потому что музыка играет. Расскажи, имеет ли причастность к Моргенштерну? Есть полная причастность. А почему тогда такой, относительно дешевый стенд по сравнению со всеми? За это сказать не могу. У нас атмосфера, музыка, машины. Машина именно Моргенштерна? Именно его машина. А он сегодня будет? Точно сказать не могу, но, возможно, приедет. Скажи, пожалуйста, сколько он будет стоить, где производится? По производству Южная Америка, это Бразилия и Африка. Это лист, табачный лист. Табачный лист. А где производится в России? Пока не могу разглашать это. Почему? Сейчас, как кальяны мы начнем выставлять, будем уже полностью всю историю рассказывать. Нет, так, у меня это видео выйдет через 5 дней. Там уже все будет известно. Ценовую политику, сегменты это еще на рынке просто обговаривают, поэтому... Хорошо. Табачное производство. Вы же на аутсорсинге производитесь? У кого? Не могу пока сказать. Ты не знаешь просто. Руководство приедет, сейчас расскажешь. Ну, не знаешь. Ладно, я понял. Сколько будет стоить? Тоже не скажешь? Не скажу. Я понял. Когда приедет кто-то? Полчаса, час. Хорошо, спасибо. Друзья, вы сами все слышали? Сами все слышали, имеет полную причастность к Моргенштерну. Ну, никто ничего сказать не может по причине того, потому что не знают. Эпицентр всей движухи, самая главная площадь Джон Кальяно Фест. Здесь, как вы понимаете, в середине находится Smoke Angels, справа Dark Side Campus. И вот, смотрите, огроменный стенд, очень-очень большой стенд, бестабачная смесь, Бруска. Наверное, одна из самых популярных и больших бестабачных компаний на рынке России. Могут позволить себе купить самого популярного и дорогого блогера. Почему-то на дорогом я съехал. Погнали посмотрим. Стенд Бруска. Очень-очень большой. Интерес, сколько он стоит, надо обязательно будет спросить ценник за этот замечательный стенд. Давайте подойдем, попробуем что-нибудь. Сибирский лимонад. Ой, Дим, привет. Залетай. Здорово. Привет. Расскажи, вот это новинки, правильно я понимаю? Здесь сибирский лимонад, Тархун. Это что-то на Байкал куда-то вас тянет или как? Лимонад давно уже вышел. Тархун вышел в последнем дропе вместе с чаем Пуэр. Еще ряд новинок там. Лич со льдом, ананас с помелой лич и огуречный лимонад. Это не так давно вышло все в целом. По поводу Байкала, да, немножко было такое. Сейчас вот вышел Тархун. Кстати, попробуй Тархун. Вот это, кстати, очень вкусно, сибирский лимонад. Это, я правильно понимаю, это что-то наподобие Байкала? Да. Это такая наша вариация на Байкал. Потому что, что-то похожее на напитки из Черноголовки. Ну, вот примерно в эту сторону. Чуть более хвойный только, как по мне он. Ой, Тархун вообще топ. Согласен. Очень вкусно. Там какая-то нотка
не то что аниса, а чего-то вот... Он прям очень эстрагоновый по вкусу. Он прям очень эстрагоновый, очень насыщенный. Но при этом он не очень сладкий, не прям приторный. Его можно очень хорошо использовать в целом и в миксах, и в соло, как бы он нормально. Как получается такие вкусы делать? Яркие, насыщенные. Почему так? Почему мало кто из бестабачки может представить такие вкусы? Ну, мы много лет работаем над ароматикой в целом, и каждый вкус, который мы выпускаем, мы очень долго, он в разработке всегда, проходит несколько кругов фокус-групп и так далее. Это все довольно долгий процесс, вот, но мы стараемся, работаем, у нас много разработчиков и так далее. Это линейка бит? Нет, биты там и в лаунже. А это? Это основная линейка. Сколько стоит? Получается, medium 150, strong 170. Сегодня... 50 граммов? Да, 50 грамм. Также есть 250-ки, medium, в розницу они стоят, насколько я помню, 590 рублей. Чай пуэр вкусная тема? Мне нравится этот вкус тем, что он универсально чайный. Ну, похож на чай, но мне не нравится. Ну, он такой, на любителя. Да, он вот именно крепкого чая. Да. И вот есть чефир от Северного, он такой более обрусевший, что ли, когда вот нечаянно забыл пакетик чая, а здесь как будто заварку такую крепкую сразу же сделали. Это прям на пуэр сделано, то есть вот это вот легкая землистая нота есть, да, вот это вот, да. И на этом можно прикольные собирать чайные миксы, то есть условно там холодный персиковый чай собрать на этом очень легко будет. Дим, скажи, а вот биты, что это за концепция, для кого она, и пойдем попробуем? Пойдем попробуем. Куда, на лаунж пойдем или туда? А куда? Давай на лаунж или туда, там больше, там можно попробовать. Да, и там одинаково. Ну давай на лаунж, потому что мы тут показали уже. Это вот лаунж, да? Да, вот лаунж здесь вот. Там 2 барных стойки, 14 вкусов можно попробовать. Рядом еще можно в бейсбол поиграть. Да, мы сейчас все сделаем, и в бейсбол поиграем, и попробуем. Лаунж. Лаунж. Лаунж у нас так сделан, что просто можно прийти посидеть, и при этом встал, подошел, покурил, сел обратно. Сидишь, чилишь. Вы ощущаете, что вы одна, наверное, из самых богатых, популярных бестабачных компаний России? Но я могу сказать, что как минимум по присутствию на полках в магазинах, это уж точно, да, то, что мы хороший уровень задали сами себе. И вот надо его придерживаться теперь и продолжать в том же духе. Арбуз, киви с клубникой вкусно. Куба Либр. Это алкогольный коктейль? Смотри, это алкогольный коктейль. Наша вариация на Куба Либра. Немножко такая история с выдержанным доминиканским ромом пытались сделать. Немножко древесные ноты есть. Вот такая какая-то легкая жженость есть. То есть он необычный, не прям стандартный, просто типа ром, кола, лайм. Он немножко поинтереснее. Ну, кстати, все чувствуется. И ром, и кола чувствуется. Сколько стоит бит и для кого он? Бит вообще 20 грамм. А можно... Да, хорошо. Я возьму. Можно, пожалуйста, мне одну упаковочку бита, ребят? Можно дать упаковку бита? О, да, вот, спасибо. Вот это так выглядит. Это на одну забивку, 20 грамм. Стоит оно в РРЦ 89 рублей. Крепостью она стронг, как в основной линейке. Палочки есть? Какие палочки? Ну, я понял тебя. Это похоже, знаете, когда покупаете доставку ролл, вот так вот приходит вам васаби, там имбирь и это соевый соус. Похоже. Ну, пахнет вкусно. Сколько стоит? РРЦ 89 рублей. 89 рублей РРЦ, 20 грамм на одну забивочку. Прикольно, прикольно. Вот эта, кстати, тема, мне кажется, очень хорошо заходит для начинающих курильщиков. Это так и было сделано, то есть это по факту линейка миксов, 20 грамм, ты пришел, отдал 90, грубо говоря, рублей, пришел домой, попробовал. Не понравилось, пошел купил другой вкус. Понравилось, пошел купил его больше. И надо понимать, что у нас в России людей, которые заходят в нашу индустрию, их огромное количество. И мало кто готов покупать дорогие продукты и крепкие. Все все-таки пытаются как-то сначала пойти по самому легкому пути. Это что-нибудь подешевле, полегче и повкусней. Мне кажется, и объемом поменьше, что вот важно. Мне кажется, Бруско Бит идеально закрывает вот эти вот желания потребителей. Что еще можно попробовать? Да все. Это все уже раскурено или нет? Да, тут новые. Смотри, вот здесь везде, где стоят сетки, можно курить. На том баре, видимо, догревается все сейчас, потому что там сетки я не наблюдаю. Я у вас еще слышал какую-то тему. Вы топите за ЛГБТ, нет? Нет. Нет? За что? Какое-то голубое управление. Что это такое?
Это история про бирюзовое управление чуть-чуть, да. Я думаю, вы можете пообщаться об этом с нашим исполнительным директором, он сегодня здесь. Давайте, потому что мне интересно, что такое, как бирюзовое... Бирюзовое, да. Бирюзовое управление. Вот первый раз слышу от Бруска. Вот у многих людей в понимании, я понимаю, что сейчас это уже потихоньку меняется, но раньше люди думали, что бестабачка — это как резиновая женщина. Ну, сейчас, благо, с этим все не так уже. Да, сейчас бестабачка — это вкусно и прекрасно. Давайте бирюзового найдем. Где он? Давайте найдем. Бирюзовый. Где бирюзовый у нас? Толерантного. Не определившегося еще пока. Вот такой вот прекрасный, отличный лаунж. Много людей чилят, курят. У нас здесь вот такая вот тема бейсбольная. Смотрите. И сейчас, по ходу дела, полетит шарик, мяч. Сейчас посмотрим, как он отобьет, нет. Я хочу попробовать уже. А можно мне попробовать потом? Вот я сейчас выбью 100 из 100 просто. Ребята, я производитель табака «Северный». Меня закрыли в тюрьму. О, да. Надо выйти. Да, вы забери, пожалуйста. Да, на фоне чонок. Итак, мы нашли Дениса. Привет, Денис. Ты исполнительный директор. Да, все верно. Самый главный вопрос, сколько тебе лет и как стать исполнительным директором в твои годы? Ну, мне 28 лет. Ну, как стать? Путь долгий. Я начинал с менеджера по продажам на торговой точке группы нашей компании, вот, еще в 2013 году. И, собственно, как бы с каждым годом рос, был управляющим розничной сетью, потом занимался развитием оптового направления, ну и потом, собственно, как бы стал исполнительным директором. Да, вот мне Дима сказал, что у вас какое-то бирюзовое управление. Вот у меня в голове это означает, что вы, значит, девочки-кассирши только лесбиянки, а пацаны только, из ЛГБТ-сообщества. Понятно. А расскажи, что такое бирюзовое управление? Ну, как бы есть такой термин, да, сейчас современный, но да, все на самом деле так это представляют поначалу, да, кто-то говорит вот про эти моменты, про которые ты говоришь, кто-то говорит там про какую-то секту и так далее, но это немножко совсем не про это. Мы на самом деле к этому только идем. Суть в чем заключается? Большинство компаний, корпораций, которые в данный момент существуют, да, работают, это существует по принципу очень такого Очень много воды, Денис. Директивного управления, да. А у нас суть в чем? Человек, как бы, сотрудник, это не инструмент, да, это личность. То есть и каждый важен, и каждый может принимать определенные самостоятельные решения. И за это ему ничего не будет. То есть в плане там нет штрафов системы, нет системы жестких наказаний и так далее. Но это если в общем, да. То есть есть определенная такая вот горизонталь, и каждый отвечает за свой участок, и, соответственно, может принимать решения, не ссылаясь, не приходя там ко мне. Я не являюсь узким горлышком в рамках принятия решений в нашей компании. Ну, а если я захочу отгрузить по цене ниже дистрибьюторской? Нет, ну смотри, ты это можешь сделать, конечно, да, но потом, ну, как бы мы тебя не будем за это там ругать и так далее. Конечно, ну, поругаем чуть-чуть, да, немножечко. Но просто мы с тобой не будем сотрудничать, вот и все. Как бы. Ну, по факту, постфактум решаются вопросы. А в Африке черное управление получается? Я не знаю, какой в Африке. Не знаю, возможно, да. Я вот смотрю на ваш огромный стенд. Вот интересно, сколько стоит поставить такой стенд? Ну, вообще, сам стенд или организация вообще мероприятия? Всего вот, под ключ. Так как мы из Самары прилетели, да, то есть билеты, передвижение всей команды. У нас в команде сейчас на данный момент работает около 100 человек на стенде. То есть 50 человек сотрудников прилетело из Самары, 50 здесь став, то есть, да, там кальянный сервис и так далее. Вот, ну, около 5-6 миллионов, где-то вот так. Текущий. А Хук Клаб Шоу был дороже? Да, значительно, да. А как ты думаешь, по дивидендам, что лучше? Хук Клаб Шоу или Джон Кальяно? Ну, сложно сказать на самом деле, наверное, потому что формат мероприятий разный. Как бы, ну, B2C, B2B. Зрения, ну да, с точки зрения там как бы оптовых продаж, да, наверное, ХКШ как бы он более интересен, вот. Здесь как бы мы больше конечного потребителя, и мы понимаем, общаясь с ним, мы понимаем, может быть, глубже его конкретно, а не запросы только дистрибьюторов и так далее. Слушай, Денис, не знаю, насколько это будет, ну, такой правильный вопрос, но просто интересно. Сколько вы продаете сейчас?
Конкретно чего? Без табачки. Ну, как сказал Евгений Федотов, на прокачаем. Подожди, у вас бирюзовое управление. Зачем на Диму смотришь? Я на Диму смотрю. Да, такой типа... Нет, я смотрел в камеру. Нет. Как сказал Евгений Федотов, мы сейчас находимся, по сути, как бы, ну, в лидерах продаж по чаю. Вот. Ну, я не могу всю информацию, да, потому что я не конечный, так скажем. Можно вот, типа, больше 20? Чего именно? Тонн. Так, в тоннах будем мерить. А ну ты что там, копейки эти считать, килограмм? Ну да, больше, да. Ну да, прикольно. Я тоже хочу. Чая продавать больше 20. Это трудно. Я просто почему я смеюсь и уточняю, потому что это очень трудно продавать чай, так же как табак. Очень трудно продавать. Потому что отношение к чаю все равно немного другое у нас в России. Ну, раньше было, да, как раньше бы... было вообще плохо. Да, сейчас как бы, ну, мы работаем над этим, да, но мы и наши соратники, так скажем, по чаю, да, там, компания Чебака как родоначальник, да, по сути, чайного направления, компании там, ну, разные компании. Ну, давай еще, наверное, вейп-сегмент возьмем. Очень-очень важен для меня лично. Сейчас вот именно вот эти дуделки, электронные сигареты, они оттягивают, на самом деле, огромное количество табака. Много кто не запаривается. Они просто... вот у меня в кармане лежит, по-моему, дуделка. Они просто берут, покупают вот такую штуку и уже не курят кальян, не заказывают его где-то в заведении. Они просто курят. Вы, как, наверное, тоже яркие представители этого сегмента, вы делаете жишку. А вот жишка, она транслирует ваши вкусы? И являетесь ли вы лидером по жиже? Ну, мы однозначно, как бы, я не скажу, что мы первые, да, но мы как бы в лидерах. Ну, в тройке точно, потому что, ну, можно судить по полочному пространству. В принципе, нашу жидкость можно найти почти в каждом шопе и даже кальянном сейчас магазине, да, потому что кальянные магазины активно ставят, в принципе. Вот. Ну, и мы же не только, как бы, на жидкость делаем акцент, мы немножко мультинаправлены в этом плане, да, у нас и устройства собственные, да, Brusco Minican, вот наш, как бы, фаворит, топовая модель на данный момент, и одноразовые подовые системы, да. А доля в деньгах где больше? В жишках, вейпах или без табачки? На данный момент жидкость. Ну, про что я говорил, друзья. Жидкость сейчас реально заполняет полки, активно вообще бьется за своего потребителя, и на самом деле там вес уже намного более серьезный, чем в табаке, в кальянах и так далее. Не знаю, я надеюсь, потому что я все-таки как бы, ну, консерватор. Я люблю курить табаки, даже без табачки, ну, я имею в виду кальян. И мне было бы прекрасно ощущать, что табак заново выигрывает у жидкости. Табак и бестабачной смеси, да? Да. Табак без табачной. Ну, я имею в виду классика. Я понял, да. Ну, как сказать, мы не можем диктовать потребителю, да, свои моменты. Потребитель сам выбирает, что ему курить или парить и так далее. Но я думаю, что это будет интересный симбиоз в будущем, да, то есть и также я уверен, что будет, опять же, взлет и кальянного сегмента, да, и также просто это все займет свою нишу, свою долю и так далее. А как ты смотришь на то, чтобы сделать электронную чашу с жидкостью для вейпа? Мы работаем над этим. Понятно. Ну, я как бы уже вперед гляжу. Нет, на самом деле, да, у нас отдел разработок, как бы, ну, много вообще идей, вот. А вы думаете, вы первый будете? Ну... Мы постараемся. Ну, мы... Нет. Смотри, в 2012 году такая уже штука появилась. У нас в Екатеринбурге сделал ее Василий Амбалов. В 2012 году он стал ставить аутсорсы на базе электронной чашки. Это был вейп как чашка, да. Он уже наперед думал, потому что в 2014 году вышел закон, запрещающий курить. И он представил свою аутсорсинговую компанию на базе электронных чашек. У вас вообще там самородки в Екатеринбурге, тут недавно новость выходила, да, что у вас Евгений Федотиков некий в Екатеринбурге изобрел жидкость для вейпа, который лечит ковид, да? Да. Удивительный город Екатеринбург. Да. И последний вопрос. Сколько ты зарабатываешь в 28 лет? Ну, ты же директор исполнительный. Я понял, ну... Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Больше 20. Мне платят без табачки. Если тебе платят больше 20 без табачки, я пожму тебе руку. Ну, как бы это немножко коммерческое. До хрена, да? Ну, вот я обычно говорю, что у меня денег усраться просто. Нет, мне хватает, собственно, как бы, ну,
Это такой момент. Да, я понимаю, да. Спасибо, Денис, огромное. Спасибо. Я пошел играть в штуку в эту. Отлично, удачи. Если я выбью, то что? То что? Что если вы... Если выбиваешь 5 из 10, получаешь наш лимонадик крафтовый. Ого-гошеньки. Да. Стоп, ребят, можно, пожалуйста, на видео, мне надо, пожалуйста, спасибо большое. Итак, ребят, давайте, как вы думаете, сколько я выбью? Вы голосуйте в комментариях, и кто напишет правильную цифру, получит от меня блок мерча от компании Бруско. Наконец-то очень приятно ощущать, что якорь, машина просто здоровенный кусок табачной индустрии заново проявляет свою мощь. Поставили самый огромный стенд на сегодняшнем мероприятии. В том году какая-то, честно, лажа была. Как-то я ходил, что-то связанное с ковбоями. А здесь они сделали Darkside Campus. Что это такое? Это как в Америке университет есть, основной университет, и есть кампуса, где делаются всякие там кампус физики, кампус там механики, математики и так далее. Так вот, это основной кампус. Сзади нас кампус Russian Schule по-немецки, Медпир. Есть трибуна Darkside Goal, это якобы футбольное типа поле. В самом начале это гараж, там механики сидят. Короче, сделали офигительно. Можно подняться на второй этаж, это Darkside Shot. Давайте узнаем новые вкусы Darkside Shot, потому что это в целом один из самых популярных продуктов сейчас в России. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, сделали очень дорогие на самом деле лесенки. Вы посмотрите, они охерительные. Этот стенд, надо узнать, сколько стоит, потому что, мне кажется, это дороже, чем коттедж построить себе. Ну, типа, думаю, миллионов там 12-13 как минимум. Здравствуйте. Здесь курить нельзя, да? Здесь не курят? Здесь пьют. Алкоголь? Алкоголь. Я понял. Линейка вкусов Darkside, табака. Вся линейка сегодня в наших шотах. Очень интересный эксперимент. То есть, если вы любите Darkside, сегодня можно его еще и выпить. Да, Darkside мы любим, бухать мы не любим, конечно. Понял. Но, смотрите, для тех, кто любит выпивать, мне кажется, это идеальная зона. Пойдемте вниз спустимся, нам надо все-таки к табаку. Потому что бухать вы постоянно не сможете. А курить надо, и надо знать, что купить из новинок. Иди ко мне, солнышко. Иди ко мне, зайчоночек мой. Давай ручку, давай. Вот, молодец. Darkside Store. Здесь можно купить их легендарный мерч. Один из лучших вообще на рынке. Так, ну это огромный, вы посмотрите. Вот, смотрите, опять же, Darkside Campus. Здесь проходит развитие комьюнити. Что-то проходит, связанное со спортом. Вот тут левее, это тоже Darkside. Можно нанести себе а-ля татуировки в стиле каллиграфутуризм. Darkside воткнул, я говорил, что будет много автомобилей. Darkside воткнул здесь себе розовый лимузин Линкольн. Линкольн — это Америка. Darkside Campus. Что-то... здесь подвешивают, знаете, как в американских детских фильмах подвешивают всякие такие штуки, ребенка раскручивают, и он палкой бьет, чтобы там конфеты выпали и так далее. А здесь мерч можно выбить. Интересная задумка.
Бесплатная вода. Dark Side Campus. Давайте зайдем. Ну тут, смотрите, лаунж-зона, мне кажется, дороже, чем среднестатистическая кальянная в стране. И здесь лаунж-зона, офигеть. Ну это мощно. Здесь как раз можно просто забронировать столик, сесть и покурить. Но нам нужны вкусы новые. Мы поднимаемся на второй этаж, я как будто нахожусь в каком-то городе, я не знаю. Так, и здесь лаунж. Dark Side. А где просто покурить? Где можно в рот взять? Здесь, я так понимаю, VIP-зона. Хочешь кушать? Пойдемте покушаем. VIP-зона. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам надо пройти или как? Так, вы в списках? Да. Можно вашу фамилию? Антон Гайворонский. Антон Гайворонский. Еще раз напоминаю, если у вас закончилась водичка или вопрос видите, говорить после товар, заходим на стенд Крау. Вот Антон Гайворонский. Один. Да, VIP. Подробности все на стенде, подходите девочку, у меня все расскажет. Ага. Или можете пройти. И мой оператор. +1 у меня, да? Антон, извини. Спасибо. Спасибо. Да, вот еще давайте я... У нас Антон +1. Это, наверное, Руслан. Так, мне кажется, Руслан похорошел. Антон, ну, блядь, вот знаешь, не хрен опаздывать и приходить на свое же мероприятие поздно вечером. Пораньше надо. Кому нравятся такие прикольчики, друзья, напишите, пожалуйста, в директ. О, сразу же еда. Ой, Dark Side. Dark Side. Потрясающе. Мне вообще нравится приходить в Dark Side, потому что всегда можно... Это веганский? Это веганский бургер? Да. Это веганский бургер, а я уже мясо не ем. Смотрите, как он открывает. Опа. Еда. Dark Side, конечно... Сейчас, секундочку, я его заберу. Я не ел, не трогал. Также, извините, также это здесь лаунж. Можно сесть, покурить, выпить. Продаются аксессуары, заказать алкоголь. Пойдемте спросим о новинках. Привет. А что новенького от Dark Side сегодня? Что еще раз? Что нового от Dark Side сегодня по вкусам? Сегодня мы представляем новый вкус, который недавно мы анонсировали. Это Pineapple Pulse. Очень... Ананас. Ну, просто ананас. Забьешь ананас мне, пожалуйста? Конечно, без проблем. Присаживайся. Мы как раз сядем, а нам забьют ананас, и я вам скажу, насколько он вкусный. Потому что прошлый ананас от Dark Side. Раз, два, три. Ну как вам моя шапочка? Я выпускник Дарксайдовской школы, университета. Вы представляете, если бы я учился в Америке, у меня бы такая шапка была. Я выгляжу, мне кажется, уебищно. Вот по шкале уебищности насколько? Напишите в комментарии. А я пробую новый вкус от компании Dark Side, это ананас. Это ананас вкусный, больше похоже на ананасовую газировку. Вы знаете, есть натуральные ананасы, например, как у сармы, это ананасовый сок. У северного именно настоящий ананас. А здесь ананасовая газировка, тоже очень вкусная. Рекомендую всем попробовать, кто любит ананас. Dark Side, опять же скажу, показал наивысший класс. Это самая лучшая организация локации. Здесь 2 этажа, VIP-зона.
Здесь кормят, поят, алкоголь, кальяны, играет классная музыка, хорошие диваны. Короче, я честно не знаю, зачем Darkside тратит так много денег. Ну, видимо, это уже планка, ниже нельзя опускаться. И вот каждый год планочка все выше, больше, дороже. И мне нравится, что вот компания Darkside отошла от того своего стенда, где, помните, Hook Club Show 18, там, 17, 19 год, они ставили такие контейнеры. В этом году здесь такая охренительная, мне кажется, вообще охренительный шатер. Я бы сказал, что это лучше, чем даже летники московские, екатеринбургские и так далее. Если бы в Екатеринбурге у нас были бы такие летники, мне кажется, они были бы забиты каждый день летом. Очень круто, очень красиво. Я просто хочу сказать, друзья, выразить огромную благодарность компании Darkside и сказать вам, что я не пытаюсь сейчас как-то похвалить Darkside. Просто они реально молодцы, что продвигают, делают такие крутые проекты.